Ну что, всем по привету, ребята. Такая ситуация у нас в семье. Теперь у нас так. Я вчера получил ARP-карту. Кто не видел, смотрите мой предыдущий ролик. Подсказка будет вверху. А сегодня на имя жены пришло заказное письмо. Да, под ним, то есть когда его получаешь, нужно расписаться. Да, оно заказное. Все указано, даже написано вот так вот. Укра, не знаю, типа Ukrainian, то есть вот такое письмо с такими вот, имейте в виду, то есть вот это письмо, если вам придет, то здесь будет желтый лист, если вот такая штучка, то здесь будет ARP-карта. То есть получается сейчас у нас такая ситуация, обстановка, что у меня есть ARP-карта, да, до 26 года, до 4 марта, но нет желтого листа, а у жены есть желтый лист, с официальным, да, продлением защиты до 4 марта 2026 года, но нету новой ARP-карты. Я не знаю, по какому принципу они принимали документы и все отправляли. Ну, немножко, да, как комично получается. Вчера у меня была доставочка, доставили карточку, сегодня жене доставили желтый лист. Давайте я покажу, как бы, да, распакую, чтобы подтвердить, а то я в том видео, которое записывал, немножко философствовал, потому что я реально не понимал, какая процедура и как будет что делаться. То есть мне пришла ARP-карта, я же был в недопонимании, в смысле, как? Я думал вначале желтый лист, а потом ARP-карта. Вот жене пришел первый желтый лист. Если бы мне так бы пришло, я бы сразу сказал: о, понятно, желтый лист, а потом будет ARP-карта, либо отдельно нужно подаваться, еще что-то. И вот почему я так немножко видео записал, а многие типа: как так, ты такой тут всезнайка, да, и не понимаешь, в чем дело. Ну, немножко выпал, да, из общей картины, потому что сейчас занят чуть-чуть другими вещами. Как видите, ролики на ютубе выходят реже. Ну, не суть, мы вернемся, я думаю, в полной мере, и еще будет больше классного контента. Так, еще раз покажу вам такой пакетик, да, все видите, заказное письмо, все дела, убираем. И что мы видим? Первое, что мы видим, сейчас я покажу, да, я просто загну данные, чтобы, да, не светить ними. Вот здесь, типа, уважаемая Виолетта Макарова, да, туда-сюда, мы вам продлеваем защиту по такой-то статье, по такому-то пункту, что временная защита и так далее. Вот он, видите, желтый листик немножко отличается. Тот первый был более насыщенный, такой у него был цвет. Здесь немножко, походу, изменили бумагу, либо ее цвет, но немножко она изменена. Покажу я просто вот так вот, да, его сдалека. Все вам видно, видите, департамент, все дела. То есть, желтый лист. Написано, что продлен он до, обратно же, 4 марта 26 года. Ничего нового здесь не указано. Есть кое-какие изменения, дописи, да, и в вот этой бумажечке о том, что как только защита заканчивается, то, обратно же, действие этого документа тоже исчезает по волшебной палочке, то есть превращается в тыкву. Так что пока есть Ирландия механизма никакого для украинцев отдельного не придумала, только по факту международная защита, если вы хотите остаться. То есть пока есть никаких еще апдейтов, потому что для украинцев хотят отдельно сделать, чтобы остаться после 4 марта 2026 года. Вот такая ситуация. Пишите в комментариях, у кого как. Еще раз повторюсь, кто не смотрел мое предыдущее вчерашнее видео, то я подавался вечером 12 февраля. Первого себя зарегистрировал, потом жену, потом ребенка. Вот смотрите, мне уже пришла карта, жене пришел желтый лист, а пока сыну вообще ничего, то есть, ему только желтый лист должен прийти, да, но по факту не пришла даже смс, что его документы проверили и, одобрили. То есть просто смс о том, что документы приняты, но пока в обработке. То есть, а все подавалось в течение, не знаю, 20 минут, да, я за всех все заполнил. То есть вот такая ситуация. Непонятен мне механизм, как они отбирают, кому отправлять, кому нет. То, все, 5, 10, по очереди, рандомно. Немножко непонятно. То есть многие мне начали писать, что они тоже подавались, как и я, 12 вечером, кто вообще еще раньше. То есть им не пришло. То есть непонятно, по какому принципу работает ихняя система. Но приятно, что теперь
в нашей семье, если скомбинироваться, да, соединиться, то у нас есть полный комплект. И желтый лист, и продленная ARP-карта. Вот такой вот у нас теперь есть комплект, наборчик. Пишите обратно же, кто получил вообще уже все, и карточку, и желтый лист. Поздравляю вас, мы пока еще в процессе. Как я понимаю, все-таки этот процесс займет много времени, потому что 4 марта уже не за горами вообще, осталось 2 недели. И, конечно, если утверждается, что сейчас в Ирландии проживает там активных PPS 80 тысяч, если даже 80 тысяч подастся, то я не думаю, что до этого периода они смогут все быстро обработать. Мне было интересно сейчас кое-что посмотреть. Кстати, я не посмотрел это дома, сразу вышел. Кто принимал решение? Вот, есть ли подпись человека, да, который решил? Ну, тут есть человек, который занимается департаментом. А вот на ARP-карте нету фамилии человека, который решил. Ну, вот здесь есть, на желтом листе, смотрите, вот. Вот я его согнул, да, вот видите. То есть человек, который решил, подписал, указано, что ваши документы, с ними все в порядке и так далее. А ARP-карта, здесь нету никакого человека. То есть не указано, кто решил это, то есть кто занимался этим делом. Мне кажется, что все-таки, наверное, один человек занимается, то есть тот, кто продлил желтый лист, ну, инспектор, тот автоматически, наверное, продлевает ARP-карту. Не знаю, но хочу еще кое-что сказать. Как по мне, для Ирландии это очень быстро. Я понимаю, что многим еще не пришло, но нашей семье уже все практически пришло, да, то есть 50% уже пришло, и ты такой, вау. Украинцы, конечно, сделали огромный вклад. Я думаю, что теперь система Ирландии, то есть система, да, вот этих всех департаментов будет готова к большому наплыву граждан. И они теперь уже ошлифовали методику быстрого, да, реагирования и быстрого обработки документов. Мы подались 12 в 10 или в 11 я закончил вечера, да, и вот, вдумайтесь, сегодня 20, и в нашей семье уже 50% документов есть, да, то есть мне 19 вчера прислали карту, сегодня 20 жене прислали лист продленный, то есть всего лишь, ну, если не считать выходные, то получается там 5-6 дней. Вы понимаете, что выходные никогда не считаются. Всегда говорят рабочих дней. То есть вот 5-6 дней мы подождали, и нам уже прислали документы. Для Ирландии это очень быстро. Это дуже швидко, да. Very fast. То есть, ну, реально, я немножко в шоке. Я понимаю, что тут есть, да, ну, и какой эффект негативный того, что по таким причинам, да, мы все сюда приехали, и теперь ирландцам приходится суетиться, обновлять свои системы, протоколы, чтобы быстрее все обрабатывать, такое количество, да, заявок за короткий промежуток времени. То есть, думайте, до 4 марта, ну, осталось очень мало времени, а им нужно все обработать, потому что я не советовал бы, если у кого-то поездка и у вас нету продленных документов, именно 2, я бы не советовал вам выезжать. Это лично мое мнение, нет никаких там распоряжений, да, каких-то, не знаю, или я не видел, чтобы там говорили, не езжайте, не уезжайте, может есть, может я обратно что-то проглазел, но я бы лично не уезжал, если у меня не будет там либо того, либо другого документа продленного, то все-таки лучше переждать и построиться по то, когда у вас будет полный пакет документов, то с ними будет все в порядке, вы спокойно сможете выехать и потом заехать, то есть к вам не будет никаких вопросов. Ну, это обратно же мое личное мнение. А там вы как хотите, так и поступайте. Вот такие вот у нас новости. Новостная повестка меняется. Как только получим еще остальные документы, я тоже сообщу. То есть просто интересно, да, чтобы люди в комментариях поделились своим тоже опытом, как у них прислали, не прислали, заявку обработали, прислали ли сообщение с подтверждением, либо нет. То есть все равно моменты, знаете, можно какую-то, да, то, что выявить какой-то, да, ну, как работает система. Вот я вот это хочу вот этими всеми видео выделить, как оно работает, потому что по факту я первый подался, да, но как видите, одному то прислали, другому это. Как это? Ну, мне вот это непонятно. Либо там где-то на почте завалялось, и завтра придет, да, сегодня четверг у нас, может в пятницу завтра нам придет мне лист, а жене ARP-карта. То есть непонятно, ладно, прикольно, но спасибо Ирландии за то, что реально структуры начали работать, ну, намного быстрее. То есть вот это вот доказательство того, что в Ирландии что-то меняется. И украинцы заставили просто своим количеством, да, зашевелиться именно структуры. Все структуры, поверьте, от такого большого наплыва в моменте, они реально засуетились.
И это, ну, все равно это хорошо, в общем, потому что система будет теперь готова. Сайт будет готов, то есть все будет готово под реалии сегодняшние, понимаете? Потому что они жили там, ну, у них было там, да, 2-3 сотрудника, теперь в этой миграционной службе там уже, например, 10 посадили, потому что наплыв теперь больше. То есть я к тому, что все оно подстраивается, все мы подстраиваемся под реалии жизни, да, которые, так же самая страна подстраивается под реалии, которые сейчас происходят. Так что вот так вот. Всем добра, позитива, хорошего настроения. Всегда на связи, всегда держу в курсе.